В конечном итоге все дороги приводят к морю. Джонатан Тригел. Привет, друзья! Привет, ребят! Мы пришвартовались на прекрасном, райском, изысканном, пряном, изумрудном острове Шри-Ланка. Кстати, именно это направление стало самым популярным у туристов в этом году. Да ладно? Да. Серьезно? Это прям проверенный факт. Хорошо, а мы проверим другое. У кого какое направление будет на Шри-Ланке из нас? Кто будет двигаться по компасу с золотой карты, а кто крутиться вокруг флюгера $100? Орел. Решка. Опа. Вот это финты. Ну, конечно, я зря времени не терял. Ты думала, это в самолете турбулентность была? Нет. Это я возле туалетов репетировал. Ну давай. Нет. Да нет. Да. Нет. Да, Алинка. Нет, Коль, нет. На самом деле я не буду ничего говорить, я промолчу. Тебе и так сейчас тяжело, а я на данный момент слишком счастлив, чтобы разбрасывать спесь по сторонам. Это же мне по Забыл. привычке. Вот такая привычка дурная, надо избавляться. Все. Иди, Какой ты внимательный. иди. С богатяями тусуются здесь. Та-та-та-та-та-та. Шри-Ланка. Сюда едут за райскими пляжами, дикой природой и приключениями со вкусом экзотики. Но как здесь не потеряться на ближайших 2 дня? Австралия? Что, простите? Австралиец, говорю. Нет. Камера? Да. Купи картинку с Буддой на удачу. Иконки? Есть такая. И такая тоже. У меня много разных. Купи, выручи бабушку. Спасибо, не нужно. Зря ты, парень, пригодилась бы. Программу снимаем. Хотите, можете это рекламировать на всю страну. Можете прорекламировать. Вдруг кто-то приедет и купит у вас. Хорошего дня вам. До свидания. Ай, чтоб тебя шашкара была. Здесь на дорогах есть одно внегласное правило. Чем больше, тем круче. Toyota Land Cruiser Prado. Скажете ничего особенного и будете правы. Но для Шри-Ланки внедорожник – это роскошь. И чем он больше, тем он круче. О, cool, я кондиционер. Вот это вот чувство, когда ты выходишь из жары в зону кондиционера, его ни с чем не перепутаешь. Это как день рождения. Красиво сказал, это как день рождения. Вообще, если бы за мной записывали цитаты, ребята, вы бы могли очень хорошую книжечку сделать. На заметочку. Знаете, что я понял? Джип на Шри-Ланке – это очень круто. Да, это очень круто. Но чего-то не хватает. Не хватает эксклюзивности, не хватает этого миллионерского шика и блеска. Так, знаете, что я сделал? Я нанял кортедж. Да, это мой миллионерский кортедж. Эскорт из 4 тук-туков, 3-колесных мопедов с крышей. Эти ребята оцепят мою тачку по периметру, чтобы все уважали и пропускали вперед дорогого гостя. Вот теперь точно по-богатому. В этот уикенд мы отправимся на южное побережье Шри-Ланки, которое омывается водами Индийского океана
Лакадивского моря и Бенгальского залива. А еще оно славится своими уникальными природными заповедниками, в одном из которых я и проведу следующие 2 дня. А я поеду в городок Гали. Говорят, там можно отлично отдохнуть даже бюджетному туристу. Добираться до Гали нужно с пересадкой. И начну я с автобуса. Здравствуйте. А куда же садиться? Так вот, тут сиденье еще есть. Слушай, это гениально просто. Ой! Они же заполняют все пространство автобуса. Если честно, я думала, что сейчас на меня будут курицы падать сверху, там кто-то сядет, будет вонять. Здесь очень чисто. Такая Шри-Ланка. Начинает удивлять с самого автобуса. Но как только вы покидаете его салон, все удивление исчезает. Вы оказываетесь на типичной Шри-Ланке с бесконечными пробками, неистовым шумом и толпами людей. У меня сегодня прям транспортный квест. Сейчас с автобуса я пересаживаюсь на поезд. Наконец-то доеду до Гали. В местных поездах ситуация еще хуже. Очень плотно, очень все плотненько. Хочется где-то встать, чтобы не упасть. О, вон идеальное место здесь. Никогда не думала, что так обрадуюсь вентилятору. Самое приятное, что в такой толкучке нет никаких конфликтов вообще. Ой, тут кто-то рыбу ест. Ну вот вам лайфхак. Нужно просто пройти к открытой двери вагона. Ты видишь? Ты видишь это каждый день? Класс! Фантастика. А тем временем моя идея с вип-эскортом дала сбой. Что происходит? Мой кортеж развалится. Мы выехали на оживленную дорогу, и сразу все непонятно, где мой кортеж и где обычные тук-туки. Блин, что ж такое-то? Короче, все, я устал. Я так не могу, ребята, я так не могу, потому что тук-тук, он и в Африке тук-тук. Водитель из тук-тука может выйти, а тук-тук из водителя нет. Вы уволены все, спасибо, до свидания. Поехали, мы с вами справимся. Let's go. А знаете что? Я вообще сейчас возьму и пересяду с внедорожника на самолет. С безлимитной карточкой могу себе позволить. Hello. Nice to meet you too, I'm Николай. Класс, да! Обожаю, это такой перепад приятный, волнительный внутри. Thanks, it was cool. Can I fly a little bit? Yeah? Yeah. Класс. Когда смотришь на Шри-Ланку из-под облаков, кажется, будто перед тобой огромный изумруд, который нежится в бесконечной водной лазури.
Класс, какая красота. Как все зелено, сколько пальм. Говорят, что у зеленого 376 оттенков. И, наверное, на Шри-Ланке можно встретить каждый из них. Кстати, живет остров за счет туристов, добычи ценных камней и знаменитого цейлонского чая. А еще Шри-Ланка – родина корицы. Впервые она появилась именно здесь. Такой пряный и теплый запах. %90 ланкийцев – буддисты. Они очень уважают свою веру и требуют от туристов такого же уважения. Один раз британцы депортировали из Шри-Ланки за татуировку с изображением Будды, а 3 французских туристов задержали по причине, что они фотографировались со скульптурой Будды, изображая объятия, поцелуи. Так делать не надо. Каждое полнолуние на Шри-Ланке – это праздник, и в честь этого делают выходной. Закрывается все – кафе, магазины, аптеки, абсолютно все. Но мне опять повезло. Сегодня не полнолуние. Все открыто. О, хай! Какой большой! Ух ты! Владельцы слонов на Шри-Ланке считаются очень богатыми людьми, потому что слон стоит $100 000. Интересно то, что после покупки слону выдают паспорт, и милиция даже иногда проверяет эти паспорта. Где ваши документы? Но и это еще не все. С ноября по апрель на Шри-Ланке сезон китов. И я как раз подоспел в самый его разгар. Вот, смотри, кит. Смотри, он плывет. Класс. Увидеть кита даже так, хоть издалека, это уже несказанная удача. Все-таки это так круто, что наконец-то я увидел китов. Я столько лет пробовал. С лодок, с берега. И даже в Гугле искал. Все безрезультатно. А вот сейчас, пролетая на самолете на Шри-Ланке, над океаном, я увидел китов. Это такой трепетный, волнительный, крутой момент. Ух. Класс! Наконец-то! Но мне этого, конечно же, мало, поэтому я арендую себе лодку и посмотрю на китов поближе. Город Гали удивляет с первых секунд. Кажется, что тебя по ошибке занесло не в Азию, а в старушку Европу. Колонизаторы подарили городу правильную ровненькую планировку. Квадратик к квадратику. Домики, мощенные черепицей. Средневековый форт. И белоснежный маяк. Жизнь на улицах города тоже отличается от остальной Шри-Ланки. Здесь тихо, малолюдно и спокойно. Гали очень уютный и приятный городок. Тут такие улочки узкие, на которых всякие интересные местечки, дружелюбные люди. Я советую сюда приехать. Не останьтесь равнодушными. Главный плюс Гали – здесь полным-полно бюджетного жилья. Прямо на побережье. Хай. О,
Здесь можно реально снять жилье 10 метров к океану. Вот это я понимаю. Лакшери, люкшери, лухари. Океан, вот на ладошке держу. Oh, hi. Alina. Yes, it's an amazing place. Ocean. Ocean. Okay, I need the room one night. Yes. Okay. Итак, что же мне здесь могут предложить? Отдельный домик с большой кроватью, вентилятор, прикроватный столик со всякими удобствами, типа средства от москитов и увлажнителя воздуха. Есть еще картина с парусником, вешалка и даже интернет. Okay, how much? $16. Ага. $16 one night, include breakfast and Wi-Fi. $16, Wi-Fi, breakfast. Okay, deal. Thank you, bye. Отлично. Итак, как и обещал, я арендовал лодку, 2 опытных китоискателей и отправился на охоту за китами. Уже представляю, как кит выпрыгивает из воды, перелетает через мою лодку и извергает в небо струю воды. А потом мы делаем крутое селфи. И вот когда, казалось бы, кит уже у меня в руках, меня ожидал крутой облом. Погода резко поменялась, и, по словам капитана, вот-вот должен начаться страшный шторм. Неужто бабка с картинками сглазила меня? Ай, чтоб тебя шашкары была. Так что лодку пришлось разворачивать обратно к берегу. Короче, условия не самые лучшие. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется 9. Прям очень сильные волны. Собираются дождевые облака. Лодку подбрасывают на каждой волне так, что приземление кажется последним в жизни. Короче, киты в который раз меня китанули. Да, Коленька, мне в этот раз повезло больше. Лакадивское море не штормит, а местные цены на дайвинг настолько низкие, что даже бюджетный карман с ними справится. Ну что, поехали, как говорил великий классик. Тот же космос, только на дно океана. Температура воды в Лакадивском море 26 градусов в любое время года. За счет спокойных вод видимость здесь очень хорошая. Все дно моря устлано многочисленными плантациями кораллов, которые стали домом для сотен морских жителей. Дайверы – частые гости в здешних водах, поэтому местные обитатели не боятся людей и не обращают на них внимания. Но знаете что? Довольно слов. Давайте просто насладимся этой красотой. Полдня спустя, и я наконец-то добрался к одному из самых больших природных заповедников острова – национальному парку Яла. Здесь живет множество редких животных, включая уникальных шри-ланкских слонов и леопардов.
А в месте, где джунгли встречаются с океаном, находится мой отель. Wild Coast Tented Lodge. И состоит он из 28 лакшери палаток, выполненных в форме когтей леопарда. Причем весь комплекс построен так, чтобы животные не воспринимали постройки как что-то инородное, а считали их частью живой природы. Ну что же, пришло время посмотреть всю эту красоту поближе. Отель работает по системе «все включено». А это значит, что еда и экскурсии уже входят в стоимость. Добро пожаловать, Николай. Точно так же, как и приветственные бонусы в виде холодного полотенца. Это самое оно после такой долгой утомительной дороги. Зеленого чая. Холодный чай с травами. Это прекрасно. И мороженого. Мороженое? Класс! Отличный же сервис. Каждого гостя к номеру проводит личный консьерж. Но оказывается, сопровождение – это не формальная вежливость. Дорога к номеру – опасное приключение. Все дело в том, что окрестности отеля просто кишат дикими животными. Здесь полно диких животных. Серьезно? Если повезет, вы их увидите. Да, мне повезло. Здорово. Будьте осторожны, не кормите животных и не подходите к ним, если увидите. Они могут быть опасны. А вообще, старайтесь не сходить с тропинок. И каких животных я могу здесь встретить? Обезьян, слонов, леопардов. Леопарды? Здесь? Да. И когда видели в последний раз? 2 месяца назад. Пришлось палками отгонять. Ну и дела. Кто бы мог подумать, что поселение в отель может быть еще экстремальным приключением? Самый популярный местный пляж называется Виджая-Бич. Ну что можно сказать про плотность населения? Шри-Ланка по всему побережью усыпана пляжами, вдоль которой цепочкой выросли отели и виллы. Поэтому тут хватит места для каждого, и людей не так много. По инфраструктуре тут чистая импровизация. Вместо зонтиков – пальмы. Есть вот такие вот домики, сделанные handmade. На баре кокосы. Одним словом, матушка природа. Песок здесь настолько приятный, что люди его пьют. Сейчас отпесочу себя хорошенько. Мне уже не терпится узнать, какая температура воды. Так что я иду тестить. Температура воды. Вот если бы для меня специально по заказу создавался океан, он бы был именно такой температуры. Ну и какой пляж без развлечений? Они здесь тоже имеются. Вот тарзанка, она же карусель, она же разбей нос. Надеюсь, что нет. Это платно? Maybe free? Sorry, babe, it's business, говорит мне он. А как же мои глаза? Они синие. No. Развод такой вообще. Ой! На ровном месте. Ой, там же забор, там же забор, там же забор! В общем, пляжик что надо. На твердую 4. Что ж, Николай, добро пожаловать в номер. Мой номер на этот уикенд выглядит как огромная палатка какого-нибудь ученого-первооткрывателя. Такое ощущение, что попал в книгу Жюль Верна или в фильм про Индиану Джонса. И главное, номер просто битком набит дорогими и очень эксклюзивными вещами. Это
редкие кожаные кресла из Южной Африки. Удобные кресла, да. А это раритетная ванная и специальный гель для нее. Если использовать другой, ванная может испортиться. А здесь комод, сделанный вручную из железного дерева, чтобы хранить в нем кофе и чай. Ну, номер прикольный. Во-первых, это палатка. Это огромная палатка, сшитая из разных кусков ткани, брезента. Это добавляет своего колорита. То есть ты себя чувствуешь не посетителем какого-то отеля, а ты себя чувствуешь завоевателем, колонизатором, который вот временно остановился, дабы обработать эти земли и перейти дальше вместе со своей палаткой. Правда, оказалось, что в этом номере не все так просто. Во-первых, подача горячей воды. Прошу вас не выключать кондиционер, иначе подача горячей воды в душе прекратится. Так, стоп. Главное, что вам нужно знать о номере, это не выключать кондиционер, иначе подача горячей воды в душе прекратится. Какая хитрая система. То есть получается, что кондиционер соединен с душем. И пока кондиционер работает, вода в душе нагревается. То есть если я выключу кондиционер, то у меня в душе не будет горячей воды. Во-вторых, нельзя открывать окна. Если откроете, в номер влезут обезьяны. Много обезьян. Обезьяны? Я хочу это открыть. Манкис! И самое главное в вашей комнате – фонарик. Если захотите пройтись, обязательно возьмите его с собой. А лучше позвоните на ресепшн и закажите сопровождение. Да, ребята, что же это за проклятие такое? Сначала китов не увидел, а теперь снял номер за 2000 баксов, из которого нельзя выйти, потому что тебя может загрызть леопард. Классный номер. Или, как они говорят, классный кокон. А знаете, почему это кокон? Потому что посидишь и вылетаешь отсюда бабочкой. Что-то я не заметила, когда выключили свет. А между прочим, я еще не обедала. Пора искать еду. Утолить голод я решила в заведении под названием «Ресторан Руфтоп». Oh, yes, please. I want something local food. Local. Yes, but not expensive. Thank you. Итак, мне принесли 3 блюда. Огромную тарелку риса, тушеную голову золотой дорадо и тарелку с каким-то местным супом. Ну что ж, приступим. Тут риса хватит на человека 3. Целая пиала риса. Ну, рис как рис. Что его пробовать? Начну лучше с рыбы. Слушайте, ну обычно вот голова рыбы, да? Ну что там есть? Но здесь реально столько мяса, как в небольшой рыбе. Мне кажется, 300 грамм мяса точно будет. Очень вкусный соус. С карри. Такой прям пряный-пряный. Реально, им так много. Ну и, наконец, суп. Интересно, что в него входит? This one ox penis. You know the ox penis? Соус? You know the cow? Ну, yes? Yes. Это корова? Cow penis. Что такое финес? You know the penis? Пенис? Penis. Пенис? Yeah. Пенис кау. Yeah. То есть пенис быка. Такой маленький? It's local food. Yes. It's tasty? Yes, sure. Yes? Yes. Ну, допустим. Что? Писюн быка? Я не буду есть. Я не буду есть. Я не хочу.
Зачем? Я не понимаю, если... Я не хочу. Нет. Нет, Костя, нет. Нет, это исключено. Нет. Буддисты, говорили они. Я пошутила, я не взяла, я бы взяла помидорку. Ладно. Я только вот не пойму, как это возможно. Может, он меня не понял или не так перевел? Может, там морской бык? Ну, или действительно это был очень грустный бык с маленьким вот этим вот. Нет, я не могу. Давай сделаем вид, что я села, и ты такой, ну как тебе, или я скажу, ну как тебе? Как хрящ какой-то. А ты что киваешь? Ты что, ел? Кивает. Все. Было очень вкусно. Но вот без быка было лучше. Удали это, пожалуйста. Хорошо? Останется между нами и быком. Сегодня был настолько насыщенный для меня день. Шри-Ланка, конечно, очень контрастное место. С одной стороны, суета, с другой абсолютная гармония. И... Так, сейчас надо защищаться, потому что меня до утра может не остаться. Спокойной ночи. Обычно перед сном я считаю овец. Но завтра утром мне нужно будет считать столько слонов, бизонов, диких кабанов и леопардов, что, пожалуй, сейчас я отдохну. Угу. Спокойной ночи. Какая красота! Океан. Завтра расплачусь с самого утра. Значит так, если в течение 7 секунд леопард не появится, я поеду на сафари. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну все, ты сама напросилась киска цвета лосин. Good morning. Nice to meet you. Николай, nice to meet you too. So let's go have some fun. Yeah, let's go. Thanks. Up. По словам моего рейнджера Ника, в заповеднике Яла обитают 44 вида млекопитающих, 215 видов птиц и несколько крупных хищников. По сути, почти весь животный мир Шри-Ланки можно увидеть здесь, всего за один день. За каких-то 2 часа я повстречал буйволов, крокодилов,
кабанов, оленей и из десяток птиц. Слушайте, ну, по сторонам довольно много павлинов, буффало этих, как они называются, быки, не быки. Бизоны, точно, вот, бизонов много. Но самого главного я не вижу. Шри-ланкийских слонов и леопардов. И именно ради последних сюда приезжают толпы туристов. Все хотят увидеть пятнистых. Я хочу, конечно же. Потому что я с детства люблю леопардов. У меня даже лосины были леопардовые. И вот спустя 3 часа поисков мне повстречались они. Вернее, он. Слон. Самец. Это я понял по хвосту. У самцов их 2. Какой красивый. А вот с леопардами мне не повезло. Провел почти целый день в заповеднике, а не увидел даже пятнышко. Прямо напасть какая-то. Ну точно, вчерашняя бабка на меня порчу послала. Хорошего дня вам, до свидания. Зря ты, парень, пригодилась бы. Ай, чтоб тебя шашкары бомжа. В Галле есть еще одно уникальное место, которое мне очень хочется вам показать. Называется оно Хабарадува. Это центр спасения для больных черепах. Тут такой себе карантин. Черепах осмотрит врач. Они ждут как раз вот приема. И потом их отпустят в океан. Плыви сюда. Но не всех черепах в этом центре можно вылечить и отпустить обратно в дикую природу. Ой, у нее нет плавника. У нее впереди нет плавника. Привет. Что с тобой такое? How are you? Oh, hello. Oh, sorry, I touched it. No, don't problem. You want explanation about this one? Yes, and what's happened? It's a handicapped one we rescued from the sea. Такие черепашки, которые не смогут выжить вне стен госпиталя, остаются здесь на пожизненном попечении. Она никогда не вернется в океан? Ужасно. Маленький на всю жизнь. It's so small for her. Мне жалко очень. How old? 45 years old. Oh, она уже много повидала. Вы просто задумайтесь, что из-за человеческой ошибки, вот такой вот небрежности, страдают животные, страдает океан. На самом деле ведь все в наших руках. Мы можем просто собирать мусор. Мы можем не пользоваться этими гребаными трубочками для сока. И будет намного все лучше, и не будут страдать вот даже черепахи. Закончить свои шри-ланкийские приключения я решил на мажорной ноте. И лучшее место для этого – водопад Равана, один из самых красивых на острове. К нему я и отправился. Ну и здесь меня ждал очередной облом. Что-то сломалось. А что случилось? Пойду проверю. Извините, а что происходит? Это можно как-то починить? К сожалению, нет. Полетела электроника. Приехали. Ну, спасибо тебе, шри-ланкийская бабуля. Удружила, так удружила. Ай, чтоб тебя шашкары бомжа. Короче, надо брать такси и ехать к Алине, чтобы ей не пришлось ждать меня до следующего сезона китов.
тук-туками начал, ими и закончу. Это все карма. За всеми этими поломками машины и беготней по джунглям я так и не успел поесть. До встречи с Алиной еще осталось немного времени, как раз успею перекусить. Если вы богатый турист, который проголодался в дороге, у меня для вас две новости. И обе неутешительные. Первая, шикарных ресторанов здесь нет. Вторая, даже в тех ресторанах, которые есть, карточку не принимают. Поэтому придется идти и снимать деньги в банкомате. Теперь можно поесть. Пошли есть, собаки. Пошли. Эй, идем. Идемте есть. Good evening. Excuse me. Can I eat here? Close? Yeah, also just coffee. Что ж такое-то? Не везет мне. Окей. Bye-bye. Have a nice day. И снова на меня обрушилась очередная неудача. Ну, я уже иду на крайние меры. Hello, guys. You have just this or you have menu? Like this? Okay. Ну, давай, окей. Rice with chicken. Окей. Вентилятор включили. Дорогой гость пришел. Thanks. Короче, качество еды здесь, конечно, подпугивает, но какой заботливый сервис. Итак, к моему столу пожаловали какая-то жижа из соуса карри, зажаренная до неузнаваемости курица и тарелка с рисом. Thank you. Мне, честно говоря, есть перехотелось. Я прям слышу крик внутри себя. Это... Нет! Это поджелудочная кричит. Нет! Короче, ребята, вот вам совет. Если на Шри-Ланке к вам подойдет бабушка и предложит купить календарик с Буддой, соглашайтесь. И купите их побольше, не пожалеете. А между прочим, друзья, 100 баксов на Шри-Ланке – это довольно-таки немаленький бюджет. Поэтому вам достаточно просто себе забронировать перелет, снять гостиницу и найти эту бутылку со 100 баксами. А я помогу вам. Вот 100 баксов. Оп. Смотрите, опа, прячу 100 баксов в бутылку. Закрываю, записку даже оставил, чтобы вам было кого благодарить. И прячу в укромном красивом местечке. Оп. Чего не сделаешь для любимых телезрителей. Муа. Алина доказала, что все, что вам нужно для райского отдыха на Шри-Ланке, это $100 и хорошее настроение. И то, и другое вы найдете в городке Галле. Отправляйтесь к местному маяку на улицу Хоспитал-стрит, затем выходите на Рампарт-стрит и пройдите 300 метров на юго-запад. Следуйте вдоль стены форта, затем спуститесь по старым ступенькам, там справа в стене и спрятан наш клад. Оторвитесь здесь за нас тоже. Шри-Ланка – это удивительный остров. Которому нет никакого дела до твоих миллионов. Слышу крик внутри себя. Вот это я понимаю. Лакшери, люкшери, лухари. Все, что здесь нужно, чистые намерения. Это все карма. Открытое сердце и страсть к приключениям. Ну все, ты сама напросилась киска цвета лосин. Где ваши документы? Вы уволены все. Спасибо, до свидания. Пенис быка. Такой маленький? Наконец-то я увидел китов. Я советую сюда приехать. Не останьтесь равнодушными. Ой, сейчас Коле все расскажу. Как я вкусно поела. У меня была не Шри-Ланка, а Жри-Ланка. Вот такая рыба. Вообще, мне так понравилось. Чудесная страна. Где же он есть? Я, конечно, понимаю, страна буддистов, все дела, но ночью девушке одной Не глуши мотор. стрёмно.
Привет, Алина. Ой, боже. Испугалась. Ты на тук-туке? Я на тук-туке. Я не покаталась. Вот Сейчас на нем покатаешься. Серьезно? Конечно. Мне опять везет. Мне везет просто каждый день на Шри-Ланке. Это просто... У меня был дайвинг. Ты представляешь? Дайвинг. А в ресторане я поел по-царски. Вот такую рыбу принесли. Ну, правда, не всю, а ее часть, но тем не менее. Вообще, тут так красиво, столько контрастов. Мне очень понравилось. Как у тебя с Шри-Ланкой сложились отношения? Что? Ты знаешь, можно ограничиться 3 К. Кит. Кит? Кокон. И... Подожди, кокон? И слон. Сейчас я потеряла вот эту логическую линию. И нищий. Поехали кататься Какой на тук-туке, наслаждаться кокон? видами. Это... Ты был в коконе, внутри кокона? Ну да. Ты спал? Да. Что? Да. Я еще даже Просто не 3 да, сказала. у тебя 3 да. Садись, есть в тук-туке. Ты проходишь дальше.